Что больше всего влияет на твою жизнь? Решения. Каждый день ты принимаешь тысячи решений, маленьких, больших, что купить, куда пойти, кому доверять. И кажется, что все эти решения твои. Ха-ха-ха! Смекаешь? Именно эта уверенность и делает тебя идеальным клиентом. Но главный вопрос в другом. Кто на самом деле влияет на эти решения? Фраза «я не верю в рекламу, на меня она не действует» – один из самых дорогих самообманов в истории рынка. Чуть-чуть пошатнули уверенность. Собственная адекватность. Почему люди покупают больше, чем им нужно? Почему нас успокаивает мысль, что так делают все? Почему мы платим не за продукт, а за ощущения и статус? Это маркетинг. Всем привет! Меня зовут Александр Кондеев, а это мое Кэнди Шоу. Это YouTube Late Night формат. Здесь я выбираю самые интересные, самые сладенькие факты и рассказываю, как компании, принимая конкретные решения и действия, взлетают по выручке и прибыли. Кэнди Шоу – это когда сложные вещи становятся простыми. Помни, зачем ты здесь, чтобы подписаться. Ты уже купил это. Есть вещи настолько уродливые, что мир сначала смеется, а потом делает их культовыми. В 2006 году, снимая фильм «Идиократия» о деградации общества, режиссер Майк Джадж поручил костюмеру найти обувь, которая выглядела бы глупо, уродливо, но при этом футуристично. Костюмер рылся, думал, страдал и нашел кроксы. Кроксы были задуманы как утилитарная обувь, легкая, не скользящая, водонепроницаемая, идеальная для кухни, сада или яхты. Но с точки зрения дизайна они были ужасными. Настолько, что в 2010 году журнал Time включил их в список 50 худших изобретений. They are my Crocs. Дела у компании шли не очень. Они продавали обувь медработникам, садовникам, яхтсменам, но успеха не было. В 2014 году Crocs закрыли фабрики, уволили половину сотрудников и были в шаге от банкротства. Однако потом случилось то, что всегда происходит с вещами, которые слишком уродливые, чтобы сразу стать модными. Мир догнал их уродство. В середине 2010-х годов появился Ugly Fashion и Normcore, где комфорт и ироничная небрежность стали важнее традиционной красоты. Крокс идеально вписались в эту новую религию. В 2016 году кроксы выходят на подиум, а в 2017 делают коллаборацию с Balenciaga. Пандемия ковида стала идеальным временем для крокс. Людям нужна была удобная, практичная, домашняя обувь. К этому добавились зумеры, превращающие все странное в мем. Компания подхватила этот тренд и начала выпускать коллаборации с Джастином Бибером и Пост Малоном, главными иконами поколения Z, которые могли бы продать даже носок для чайника, если бы это было нужно. Компания рванула, их продажи выросли на сотни процентов, а модель кроксов Classic Clog – самая продаваемая обувь в мире в 2021 году, после Nike Air Force 1. Обувь для прикола вдруг стала обувью на каждый день. И даже я снимаю это видео в замечательных кроксах. Так что, мои сладенькие любители маркетинга, если ваш продукт пока никому не нужен, возможно, вы просто немного опережаете деградацию человечества. Ну или мир не дорос до вашей гениальности. Зато вы точно доросли до подписки на мой канал. И лайк поставьте, вдруг через 10 лет он тоже станет модным. А ты знал, что Санта-Клауса придумали маркетологи из компании Coca-Cola 100 лет назад? Сам Санта-Клаус существовал и до Кока-Колы. Вернее, не существовал, он же не настоящий, ну вы поняли. Но образ толстого дедушки в красном костюме – это заслуга Кока-Колы. В 20-х годах Кока-Кола уже начала использовать рождественские мотивы в рекламе. Однако, поворотный момент случился в 1931 году, когда компания заказала иллюстрацию художнику Хеддану Санблому, который создал образ толстого румяного Санты в красно-белом костюме. Цвета совпали не случайно. Это фирменные цвета Coca-Cola. Поэтому новый образ Санты вписался идеально. Кстати, Санблом рисовал Санту со своего соседа из Финляндии, а после его смерти стал использовать самого себя, глядя в зеркало. Поэтому Санта из рекламы постепенно стал похож на художника. Но главная магия именно в маркетинге. Рекламу крутили каждую зиму, десятилетиями. Плакаты, журналы, билборды, витрины магазинов. Реклама выходила за рамки просто газировки. Coca-Cola начала продавать тепло, уют, семью, праздник, не газировку, а ощущение дома. Сегодня мозг миллионов людей во всем мире автоматически связывает Новый год, Санта в красном, Coca-Cola. Праздников вкус всегда настоящий.
Это называется ассоциативный маркетинг, когда бренд привязывает себя не к продукту, а к эмоции. Что самое гениальное, Coca-Cola не меняла стратегию 20 лет. У нее был один и тот же образ. Бренд не просто попал в культуру, он захватил праздник. И все это продолжается даже сейчас, когда нет ни грузовиков, ни оригинальной колы. Маркетинг сильнее поставок, а газировка смогла украсть себе целый праздник. А что если воспоминания можно не только хранить, но и физически в них войти? Билетик, аттракцион, очередь, фотка. Волшебный мир Гарри Поттера в Орландо, парк миньонов в Осаке, парк юрского периода. Всех объединяет одно – они построены по мотивам кинофраншиз, чтобы зрители не только смотрели фильм, но и участвовали в них. В общем, делают все, чтобы заработать побольше денег. Но бывает и наоборот, когда не кино рождает аттракционы, а аттракционы рождают кино. В 1967 году в Диснейленде появился аттракцион «Пираты Карибского моря». Последний аттракцион, в создании которого принимал участие Уолт Дисней. Он стал настолько популярным, что его копии открыли в Париже, Токио и Шанхае. А в 2003 году Дисней сделал то, что позже станет маркетинговым золотом. Они сняли фильм, основанный на аттракционе. И не просто фильм, а мировую феноменальную франшизу с Джонни Деппом, которая собрала миллиарды долларов. А я могу делать так? Голливуд и парки аттракционов живут в симбиозе, создавая огромную вселенную развлечений, которая приносит миллиарды долларов. Зачем ограничиваться только одним форматом по типу фильма, игрушек или аттракциона, если можно владеть всем? Именно так сделали трансформеры. Сначала игрушки, потом мультсериал, потом фильм, затем аттракционы, и все это крутит деньги десятилетиями. Как говорится, карусель крутится, денежка мутится. Фильмы делают парки, парки делают фильмы, а я делаю факты. Подписывайся, если хочешь еще разборов сладких фактов без очередей и билетиков. А кому не страшны кризисы? Правильно, пиратам. А точнее, пиратским сайтам. Стриминги так подорожали, что человечество снова вернулось к пиратству. Вот что бывает, когда сервисов становится больше, чем сериалов. В 2020 году стриминги пережили золотой век. Мир сидел дома, и индустрия взлетела так, как не взлетала никогда. Число подписок впервые в истории превысило 1 миллиард. Казалось, вот оно, будущее телевидения. Но маркетинг стримингов сделал одну ошибку, которая потом их же и утопила. Гонка за эксклюзивами. Disney+, HBO Max, Apple TV, каждый начал строить свою собственную крепость контента. Покажем все только у себя, а у конкурентов будет пусто. Стриминги подписывали актеров и режиссеров на эксклюзивы, выкупали франшизы, штамповали оригинальные шоу. Это работало до тех пор, пока пользователи не поняли одну вещь. Чтобы смотреть все интересное, нужно платить сразу за 4, а то и за 5 подписок на разных сервисах. И тут наступил момент истины. Любовь к кино заканчивается там, где начинается математика. Люди начали отменять подписки, а пиратский просмотр впервые за много лет снова пошел в рост. Идея подписки работает только если продукт ощущается выгодным и удобным. Когда контент дробится между сервисами, то растет раздражение, затем падает удержание, соответственно, люди начинают отменять подписки. Производство сериалов дорожает каждый год. Если подписчиков становится меньше, стриминг вынужден поднимать цену. Поднимая цену, еще больше людей уходит. Модель резко рассыпалась. Это поражение маркетинга. Если рынок не предлагает удобный продукт, пользователь создает его сам. В данном случае это пиратский сайт. В России ситуация другая. После 22 года Запад ушел, а каталоги поредели. К 25-му добавилась новая боль под названием цензура. Рынок растет, эксклюзивы выходят, но каждый год каталог становится уже. Сейчас индустрия стримингов идет туда же, куда когда-то пошло кабельное ТВ. Слишком много сервисов, слишком много подписок и слишком мало желания платить. И это уже глобальная проблема, потому что люди хотят смотреть, но не хотят подписываться. Это уже не та гонка инноваций, а гонка на выживание. Подпишись, пока нас не выкупил какой-нибудь стриминг.